Всем здорово, народ! Сегодня рассмотрим актуальный PvP-шный билдачок на ВВ-монаха, монаха, танцующего с ветром. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видос. Все вернулось к истокам, народ. Сначала мы играли за кондуита, за билдачок кондуита, потом перешли на Shadowpan, сейчас снова возвращаемся к изначальной сборочке. Поэтому да, выбираем в героических талантах кондуитскую ветку, и во всех выборах также тыкаем левый талант. Левый талант, левый талант, левый талант, левый талант. Здесь ничего не поменялось, мы раньше также брали, также играли, но тем не менее показываю. И основная ветка Виндволкера также абсолютно не поменялась. Вот мы как месяц назад ее прокачивали, так здесь все и оставляем. Билд стандартный, если пропустили гайдец, клацайте на подсказку в левом верхнем углу. А вот я вам сейчас покажу, что у нас поменялось. А поменялся у нас столбец монаха. Основная ветка, которую мы прокачиваем. Левая. Здесь много интересного, можно попробовать. Основные моменты и таланты, от которых мы отказываемся. Во-первых, мы не качаем себе живенькое оживение. Раньше раз в 10 секунд мы могли применять его моментально. Сейчас у нас каст способности занимает вот 1,5 секунды. Раньше раз в 10 секунд нам прокал баф, и мы применяли эту способность, этот захил моментально. Было довольно приятно, но сейчас мы от этого отказываемся. И также дополнительно отказываемся от захила при телепортации и от возможности тэпнуться обратно после применения телепортации один раз. Ну, то есть мы не качаем талант вот исцеляющие ветра, и мы не качаем талант, который позволяет нам вернуться обратно в изначальную точку, откуда мы нажали ТП. В чем суть? Раньше как мы играли? Вот вы, допустим, с кем-то сражаетесь на арене, происходит бой, вас пробили, просадили, оставили 20% хп, вы нажимаете телепорт, вам регенит 10% хп, вы нажимаете быстро живенькое оживление, моментально кастуете на себе хилку, пару раз еще применяете кастом, соответственно, там 3 секунды тратите, и ТП-шаетесь обратно за счет этого таланта и еще 10% себе регените. То есть, по факту, вы практически фуловый становились за где-то 4 секунды. Довольно прикольно. А вот теперь мы немножко меняем концепт, ради чего мы, соответственно, отказывались от данных талантов. Теперь мы берем талант, который называется энергичное исторжение, который усиляет нам нашу способность, вот эту вот мудрость воителя. Теперь, когда мы будем хилиться этой способностью, она будет хилить нас на 5% больше, и еще и крит шанс увеличивается на 15%. Неплохо, это мы берем ради того, чтобы увеличить нам исцеление, поскольку мы не будем применять, соответственно, вот оживление, мы будем просто лучше хилиться за счет данного таланта. Плюс мы выкачиваем себе быстрый прием. Кувырок снимает эффект замедления раз в 30 секунд. Это же невероятно вкусный и приятный талант, потому что мы постоянно диспелим руты только за счет вот тигриного рвения, мы его нажимаем, и 30 секунд оно на КДшке. А так у нас появляется дополнительная возможность эти руты задиспелить. И монаху на самом-то деле этого не хватало. Очень приятно. Нас, допустим, зарутали, мы нажимаем кувырок, все. У нас диспел рутов произошел. Нас зарутали еще раз, мы нажимаем тигриное рвение, и уже как будто бы выглядит гораздо более прикольно наш геймплей, нежели без данного таланта, согласитесь. А также мы выкачиваем себе талант, который называется стремительность. И плюс под него берем PvP-шный талант, чтобы его усилить. Называется Wind Waker. Пробуждение ветра? Ну, допустим, хорошо. Соответственно, как это работает? Мы увеличиваем скорость передвижения себе и союзникам на 4% здесь, а данным талантом получаем стаки, и при их накоплении также диспелим руты. Бам-бам-бам-бам. Нормально. Ну, вы поняли, да, к чему тут весь концепт. Мы выкачиваем себе доп-хил, поскольку отказываемся от мгновенного оживления, и выкачиваем себе дополнительные спылы на мувмент, плюс берем PvP-шный талант на мувмент. И по итогу получается очень даже вкусно. Если нам нужно взять детоксикацию там против разбойников различных и так далее, отказываемся от энергичного вот этого вот исторжения, качаем себе детокс. Если мы играем против классов, где детокс не нужен, тогда обратно возвращаем сюда. И вот так вот выглядит билдачок. Ну и поскольку у нас еще там один поинт освобождается, мы выкачиваем себе взмах тигриного хвоста, увеличиваем радиус нашего стана на 4 ярда. Я хрен его знает, 4 ярда это не 4 метра, наверное. Ну, в общем, увеличиваем радиус, он становится прям, ну, на самом деле ощутимо больше. И вот с этим талантом промахнуться станом, не дотянуться невозможно. Иногда бывает, что вот я поиграю, допустим, с данным талантом, привыкну, потом его убираю, например, ну вот, я не знаю, достал сюда, засунул в детоксикацию. И уже в моментах, когда раньше я доставал станом, не хватает. И я такой, типа, прожимаю, не дотягиваюсь, и мне вот прям вот неприятно становится играть, поскольку данный талант не прокачивается. Но поэтому, да, мы его берем, с ним играем, и тогда уже вы точно можете, там, я не знаю, через круг мира подкинуть к себе там лекаря, допустим, лишний раз, застанить его, застанить дамагера, которого вы бьете, ну и, в общем, эффективно использовать ваш станчик по 2, а лучше по 3 оппонентам, если мы говорим про Солоку или Region 3 на 3. Ну и теперь выбор PvP-шных талантов вообще элементарный, тут у нас практически всегда одно и то же. Всегда берем турбокулаки, даже если мы играем против кастеров, ради замедления стоит взять данный талант. Его основная фича, конечно, в том, что он еще парирование вам предоставляет.
всех тычек, которые в лицо к вам летят. Но также замедление на 90% работает и против рейнджевиков, поэтому это приятно. Не стоит отказываться. Второй талант — это взмах летящего дракона. Когда мы кастуем, соответственно, нашу способность, удар крутящегося вот этого дракона, мы подкидываем противников, и они медленно начинают планировать вверх. Имба, на самом деле. Новая такая фишка данной способности, супер прикольная. Берем этот талант вообще обязательно must-have-ный. Ну и третьим талантом берем себе пробуждение тигра, чтобы опять же имело смысл брать прокачиваемый талант стремительности. Вот такая вот здесь у нас суета. На моем бусе находится уже больше 30 видосов, из которых 10 это гайды на различные спеки и классы. Также имеются гайды по моим PvP-шным аддонам и настройкам интерфейса. Причем контент на бусте я записываю как по 3.3.5, так и по актуалу. Все видосы и гайды структурированы и находятся в разделе об авторе с прямыми ссылками на них. И все это вам будет доступно по подписке, которая в месяц стоит дешевле, чем кружка кофе. Поэтому переходите, знакомьтесь с контентом и подписывайтесь. Бурстовая ротация осталась без изменений. Если вкратце. Мы призываем Сюеня, нажимаем лапу, станем противника, пробафываемся, потом кастуем разложение, которое буря, земля и огонь, потом нажимаем удар владыки ветра, потом кондуита. После кондуита мы применяем по очереди, неважно в какой последовательности, восходящее солнце, удар кулаков неистовых. После этого крутим дракона, удар. После этого крутим журавля. Потом еще раз лапу и, допустим, нокаутирующий удар. Это если вкратце. Так, ну и время демонстрации. Покажу вам на примере данного манекенища. Поставим на него меточку, он уже труп, он уже черепок. Главное, ненавязчиво так подходим, как будто бы хотим просто поздороваться, и пошла суета. Сюень, лапа, стан, все пробафы, разложение, удар Венлорда, кондуит. Кондуита еще раз применяем, ждем пока закончится. Восходящее солнце, неистовые кулаки. Крутим журавля, у нас увеличивается второй урон. Бам-бэм. Бэм, и дальше уже по ситуации, главное, не нажимайте один и тот же спелл 2 раза подряд, потому что тогда у вас пропадут стаки. Вот у нас есть стаки, хит-комбо. Например, я нажимаю лапу, они все еще есть. И если я еще раз нажимаю лапу, видишь, все, стаки пропали, хит-комбо больше нет. Главное за ВВ монаха не использовать 2 одинаковых дамажащих спелла подряд. Тогда комбо-поинты пропадут. Ну, не комбо-поинты, а стаки на дополнительный дамаг. Вот такой вот билдачок, народ, потестируйте, вам должно понравиться. Но опять же, здесь главная фишка в том, что мы получаем дополнительные возможности для диспела рутов. На этом видео завершаю. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, всем пока.